Два океана. Вот уже много лет рядом с Хабаровском и Владивостоком существует два детских учреждения. Это детский оздоровительный лагерь «Океан» и Всероссийский детский центр «Океан». Такое совпадение имен случайно, но близость по духу целенаправлена. 7 июня этого года два океана подписали соглашение о сотрудничестве. С учетом тех трендов, с учетом той позиции, которая высказывается на федеральном уровне сегодня в развитии дополнительного образования и воспитания детей, само собой разумеющимся являются те шаги, которые поступательно идут от регионов в федеральные центры образовательные, оздоровительные, и те шаги, которые предпринимает сегодня Всероссийский центр «Океан», они для нас очень важны с точки зрения того, что мы близкие, мы дружественные друг к другу территории. Нам очень легко в данном случае обмениваться теми или иными делегациями и теми или иными направлениями деятельности в дополнительном образовании и воспитании, потому что мы близко друг к другу. Команда в «Океане» работает уже более 20 лет, я имею в виду в нашем «Океане». Что касается Всероссийского детского лагеря «Океан», город Владивосток, там вообще профессионалы работают круглый год. Поэтому есть много вопросов, которые нужно было обсудить. И очень здорово, что мы сейчас единая команда, нашли взаимопонимание, и это очень классно. Для пользы нас, потому что мы получаем оценку этим программам, мы получаем некий результат, потому что проводить ее на базе у себя, когда дети приезжают, уже мотивированы на участие в этой программе. И проводить программы для тех детей, которые, в принципе, не сталкивались с тем или иным направлением. Но мы понимаем, что эти направления будут интересны. Для нас важно, что расширяется охват, расширяется аудитория детская, что не только на базе нашего океана, но и на базе других лагерей, субъектов Российской Федерации, будет реализовываться наша программа. Для подготовки педагогического состава в Хабаровский океан приехали специалисты из Приморского океана. Они рассказали о тьюторском сопровождении, социальном проектировании, форсайт-сессиях и многом другом. Уже этим летом в Хабаровском океане пройдут некоторые мероприятия смены «Океан. Территория возможностей». Помимо той программы, которую мы везли с тобой уже заранее подготовленную, мы провели также много таких занятий для того, чтобы вожатые вообще понимали, как у нас ведется работа, про что у нас говорят нашим вожатым. Вообще, конечно, интерес был большой, и это стоит отметить, потому что вожатые действительно с интересом посещали наши мероприятия и готовы были включаться во все эти мероприятия. Позже у вожатых была возможность пообщаться лично. Обмен опытом происходил в свободной форме. Также вожатский отряд «Исток» провел вечернее мероприятие. В ВДЦ «Океане» работают вожатые с разных уголков нашей страны. То есть это определенная культура, возможно, определенные знания, которые передаются от вожатых к вожатому. И вся эта культура, все эти знания могут перелиться в наш океан посредством обмена информацией и уже передаваться нашим детям, которые отдыхают в Хабаровском крае в нашем океане, посредством наших вожатых. Океан большой, он все-таки чуть для детей постарше, и там для них есть свои уже всякие бонусы, хорошие вещи и так далее. А для маленьких детей, мне кажется, самое то побывать в таком лагере, почувствовать вообще, что это такое, попробовать лето на вкус. И пусть этот костер дружбы разгорается с новой силой и греет своим теплом всех океанцев. Екатерина Глинкова, Максим Гамов, Антон Кучерин. Океанские новости.